привет! Это канал Энергия Человека. Сегодня, как и обещал, эксперимент темнота. Что в него будет входить? Ну, поначалу буду говорить ощущения, когда долгое присутствие в темноте, а дальше посмотрим, проведем, может быть, эксперимент. Вставлять буду еще звуки, какие будут происходить, когда я не буду говорить. Я буду записывать все на диктофон, и, возможно, что-то запишется, кроме моего голоса. Посмотрим. Поехали. Этот эксперимент будет проходить в несколько частях, возможно. В следующий раз я буду снимать где-нибудь в другом помещении. Дальше, может быть, на какой-нибудь заброшке. И посмотрим, что дальше происходить будет. Каждый раз эксперимент будет проходить в таких местах интересных. Посмотрим, какие ощущения будут. Конечно, дома-то более комфортно, и я думаю, не так. Да, кстати, и я вот не завесил занавески, в следующий раз попробую сделать занавешенные занавесок, чтобы быть в этом моменте. Сейчас пока особо ощущение такого странного, видимо, немножко света. Поэтому я думаю, даже сегодня, может быть, перейдем в то место, где вообще полная темнота, где будем там съемку делать. Ребята, сейчас я перейду в другое место. Я думаю, поснимаю там, когда в следующий раз занавески повешу, то, думаю, будет намного интереснее, потому что здесь сейчас всего такой темноты нет. Поэтому ощущение полной темноты не ощущается. Сразу идет свет. Я пока временно отключаю днем. Опять плюс. Ладно, попробуем сейчас просто ощущения. Не только ощущения, а просто узнаю, что если в темноте может быть какие-то экспериментальные моменты. Сейчас я включу диктофон. Так, сейчас надо понять, где он находится у меня. Честно говоря, все это произойдет интересный момент. Значит, за сегодня я еще сниму в полной темноте в другом помещении, где у меня действительно будет полная темнота. А здесь посмотрим, в следующий раз стараемся сделать. Так.
сейчас 12, и я просто буду пробовать задавать вопросы и посмотрю, будет ли ответ, потом после буду проверять в полной темноте, возможно, что-то происходить будет. Посмотрим, что из-за этого. Но сейчас меня, в принципе, все равно отвлекают звуки холодильника и многое другое. Поэтому нет такого ощущения. Я думаю, через некоторое время я перейду в другую комнату, так что не выключайтесь, досмотрите до конца этого эксперимента. Дальше будем делать не более интересно тем, что будет в других местах, то что здесь, понятно, дома мы ощущаем ощущение, потому что мы привыкли к нашей квартире там или к такому зданию какому-то подобному. А если мы в другом помещении, тем более в дорожке какой-то, то будет ощущение совершенно другие. Ну, посмотрим. Так что, ребят, давай еще записываем. Если кто здесь из мира мертвых присутствует или кто может кто ответить, ответьте. Я даю вам волю в ответах и вопросах. Записал 3 минуты на диктофон, даже 3 минуты 1 секунда. И не знаю, что там произошло, но не видно, чтобы кто-то отвечал. Поэтому вряд ли кто-то отвечал. Мы сейчас проверим на эти 3 минуты, чтобы убедились, что кто-то отвечал. Я поставлю поближе и по кучу погромче.
следующий эксперимент в темноте. Вообще эксперимент в темноте интересная штука. Можно проводить много чего. И также можно просто проводить присутствие мощности. Сейчас я буду попробовать фотографировать. Да, фотографирую я. Нет. Сейчас фото. Так. Ночь. Ночь. Посмотрим, сколько нужно. Ночь. Да, она вырабатывает. Если кто-то тут присутствует, то будет четкое видео. Фото. Смотрим. Я пока просто даже не покажу. На самом деле, может быть, сильно. Так, конечно. Может, что зафиксирует. Я выложил, в общем-то, все фото после окончания этого эксперимента. Ребят, действительно это да, ощущение, что прежде чем пойти на заброшку, я считаю, нужно попробовать этот эксперимент для начала. Так, наушники. Сейчас еще пару фото сделаем и пойдем в следующее помещение, где будет полная темнота. Может быть, я успею что-то зафиксировать, какой-то план. Посмотрим. Так, все. Здесь эксперимент мы закончили. И дальше будем проводить эксперимент. В следующий раз, я думаю, продолжение этой истории будет. Если вам понравится такой контент, буду продолжать в том же духе. Сейчас пока я немного отойду и перейду в другую комнату. Но вы не отключайтесь. Я также продолжаю видео. Даже стал перший фокус снять зеркало темноты. Посмотрим, что это говорит. Пока я временно вас покидаю и немножко музычкой, наверное, порой.
Ребята, если вы что-то видели, то, возможно, вы точно увидите. Именно уже увидели, потому что я уже сделал монтаж. Но я на самом деле не видел пока что ничего, потому что я еще веду съемку. Сейчас просто решил немножко ощущение смотреть на присутствие особой такой темноты. Даже в ванной нет ощущения. Ночная съемка все равно чуть-чуть дает света, и полное отключение не происходит. Но эксперимент интересный. И будем думать о том, что какое-то присутствие все равно будет. В любом помещении может быть что-то происходить. Вот. И таким же образом можно подавить свой страх темноты. То есть вы должны периодически себя, в общем-то, в это состояние вводить. То есть вы должны постепенно себя вводить в темноту для того, чтобы извлечь этот страх. Вот. Я думаю, эксперимент по страху интересен. Мое ощущение сейчас, что как бы никакого присутствия не вижу, не чувствую. Но продолжаем думать о том, что возможно где-то есть ощущение присутствия, это скорее всего на других объектах. То, что в квартире ты и так привык уже быть в квартире, но все равно эксперимент удался. Постараюсь сейчас еще один небольшой экспериментальный момент сделать, как войти в медитацию и почувствовать все это ощущение. Закрывая глаза, я буду думать, что здесь что-то есть и возможно это будет происходить. Но не знаю, если бы я ощутил холод или что-то такое подобное, то тогда возможно здесь действительно кто-то есть, но не одушевленный, то есть энергетически, но холодный, то есть дух, либо призрак, много чего. Но посмотрим.
сейчас продал медитацию, как оказалось, то где-то справа маленькая ссылка, но это не точно, не могу сказать. Возможно, это мое воображение. Возможно, это продолжение наших экспериментов. Ребят, я скажу одно, что в темноте полной может предвидеться много чего. Но не нужно обговаривать то, что, возможно, это не предвиделось, а то, что это на самом деле было. Но, конечно, нужно снять то, что было на самом деле, да. Если это снялось, значит, действительно, что-то проявляется, как это энергетически есть вещи. Но я скажу, да, энергия вообще есть на самом деле, но, к сожалению, не всегда можно показать. И сейчас, на сегодняшний день, есть оборудование, да, но оно слишком дорогое, и как бы специальных структур она присутствует, но не обычных людей. Для обычных людей, как мы, такое оборудование вряд ли достанется. Но есть попроще, которые более-менее, но в дальнейшем, я думаю, она все равно будет появляться. И я буду по возможности приобретать такое оборудование для того, чтобы вам снимать интересные вещи. Так, ну что ж, я с вами прощаюсь. На сегодня эксперимент закончен. С вами был Крутов Сергей и канал Энергия Человека. Кто впервые на моем канале, обязательно посмотрите прошлое видео. Возможно, вам понравится какой-то из этого контента. У меня разный контент и спорт, и грех, и много экспериментальные темы, и рассказы про энергетические и многие вещи такие. Так что, ребята, смотрите меня. Если понравится, подписывайтесь обязательно, комментируйте. Ну, всем пока.